Таким образом, дорогие друзья, спустившись в гробницу Тутанхамона, мы неожиданно встретились с тайной, написанной в папирусах Исхода, о которой узнали Картер с Карнарвоном. А когда случился Исход по общепринятой версии Ветхого Завета? И что мы знаем о Моисее? По канонической истории, Моисей был приемным сыном фараона Сети I и вывел евреев из Египта при его сыне Рамзесе II. Причем воды Красного моря поглотили армию Рамзеса II вместе со своим войском. Очень красиво, очень впечатляюще, но все неправда с исторической точки зрения. Наша версия событий построена на исторических данных и трудах большого количества египтологов всего мира, очень тщательно исследовавших данную тему, включая труды даже такого далекого от темы человека, как старик Фрейд, а не вольная трактовка с канала РЕН-ТВ. Итак, существует бесчисленное множество исторических доказательств, что 4 фараона подряд, Сети I, его сын Рамзес Великий, его внук Мер-Нептах и его правнук Рамзес III вели на протяжении 100 с лишним лет, в 13-12 веках до нашей эры, успешные войны с хеттами и ассирийцами за территории Северной Сирии и Южной Турции. Запомните, пожалуйста, что в 14, 13, 12 веках до нашей эры все территории современного Израиля, Палестины и Иордании были частью египетской империи Тутмосов и Рамзесов со своими гарнизонами, наместниками, религией и государственным управлением. Это были пограничные области, где всегда находилась часть египетской армии и командиров. Поэтому, рассуждая как здравомыслящие люди, мы понимаем, что в Ханаан, район Иерусалима, Моисей не мог вести своих людей. Это была такая же египетская территория, плюс битком набитая войсками. Значит, шли они из Египта куда-то в иное место, точно по заранее продуманному плану. А теперь, что говорит нам Библия? Что Моисей был приемным сыном фараона. У фараонов был культ, изоляция правящего клана от всех остальных. И приветствовались кровосмесительные браки, поэтому только человек, в чьих венах текла кровь фараонов, мог стать сыном фараона. Также Библия утверждает, что он был верховным жрецом, одно время и военачальником в одном из походов. А это однозначно доказывает, что это был человек из ближайшего круга семьи. И он был египтянином, а не каким немойшей, вытащенным из воды. Вы можете себе представить, чтобы правая рука фараона носил имя, данное каким-то полудиким племенем кочевников? Конечно, нет. Его звали по-египетски Мос-Сес, то есть «мой сын». По аналогии с Ра – Мос, сын бога Ра, или Тот – Мос, сын бога Тота. А еще Библия говорит, что Моисей. Давайте и далее для простоты восприятия оставим его библейское имя. Был немногословен и для разговора со своим народом чаще всего общался через своих помощников, жрецов-левитов. И главным из них был его брат Аарон, по-еврейски Ор, но это египетское имя Гор,
в честь бога Гора, да и большая часть имен левитских жрецов имеет именно египетское происхождение. Моисей единственный из всех библейских пророков, который всегда изображается с рожками на голове. А вы, дорогие друзья, знали, кто еще всегда исторически изображался с рогами на голове или шлемах? Правильно, все египетские фараоны. И Александр Македонский после завоевания Египта, они были представителями бараноголового бога солнца Амон-Ра на земле. Александр вошел во все источники, как Искандер, двурогий, живой бог. А теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим на отличие египетской цивилизации от всех остальных во втором тысячелетии до нашей эры. Египтяне едят свинину, это категорический запрет. Единственная цивилизация, практикующая обрезание как жертву для воссоединения со своим богом. Имеют алфавит, который можно читать сверху вниз, снизу вверх, слева направо и справа налево. В алфавите отсутствуют гласные буквы. Род и чистоту крови определяет по матери, а не по отцу. Имеет 24 заповеди, по которым судят человека на суде Азириса и отправляют его в ад, Дуад и на райские поля Иалу, включая и те 10 основных, которые якобы дал Моисей. При Эхнатоне первыми в мире вводят монотеистическую религию и веру единого бога солнца, который не видим человеческому взгляду, но присутствует везде. И солнечный календарь с важнейшими датами весеннего и осеннего равноденствия. А что за периметрами Египта у хеттов, ассирийцев? Культ золотого тельца, вера в лунного бога Сина, поклонение полумесяцу, лунный календарь. Теперь, дорогие подписчики, у вас, надеюсь, не осталось сомнений в том, кем был Мосес Моисей и его жрецы-левиты. А теперь, дорогие друзья, попытаемся собрать все исторические факты, наложив на них библейские тексты, и получим следующую версию случившихся событий после смерти фараона-бога Эхнатона. – 1350-е годы нашей эры. Отец Тутанхамона, фараон Эхнатон, регулярно разговаривает и получает откровение от солнечного диска бога Атона. Его империя находится в высшей точке своего могущества, и половина населения уже приняла новую религию в бога солнца Атона. Сам же Эхнатон окружен талантливыми и яркими личностями. Его жена Нефертити и 6 детей, одним из которых является наш герой Тутанхамон, верховный жрец Мосес, он же Моисей, визирь Эйя, отец Нефертити, главный маршал Хоремхеп, талантливый командир его войска, Рамзес I и его сын Сети I. И тут по историческим хеттским хроникам в их империю приходит чума. Друзья, обратите внимание на этот факт. Чума пришла от чужеземцев, хеттов, и постепенно распространилась с севера на юг, по всей территории Египетской империи. Это была первая вспышка чумы. Египтяне при высочайшем уровне медицины еще не понимали, как с ней бороться. Поэтому от чумы очень быстро умирает Эхнатон, его жена Нефертити, их дети. В живых остается только Тутанхамон, верховный жрец, а возможно и главный претендент на трон Мосес. Не может остановить повальную смертность, и народ вместе с советом командиров, визирем Эйя, главнокомандующим Хоремхебом и его командирами Рамзесом и Сети обвиняют лично его, новую религию, а также всех чужаков, находившихся на границах империи, в том, что именно они виноваты в эпидемии. Официально провозглашает выжившего мальчика Тутанхатона Тутанхамоном и начинает гражданскую войну с половиной населения, которое уже приняла религию солнечного диска, чтобы изгнать всех нечистых чужаков с территории империи и тем самым избавиться от чумы. Но Моисей также силен, у него в подчинении все египетские жрецы, позже названные левитами, их магия, их артефакты. Да-да, посох Моисея и ковчег Завета. Это египетские изобретения, доставшиеся от Эхнатона, о которых мы еще расскажем в последующих роликах. И еще есть армия наемников, одно из семитских племен Шасу, расквартированные семьями в дельте Нила и совместно с египтянами, участвовавшие в разное время во всех походах. Да-да, дорогие друзья,
Вот тут и гражданскую войну вступают в Шасу, предки евреев, исторически считающие Авраама своим патриархом и поклоняющиеся на тот момент золотому тельцу, лунному богу кочевников Сину или Синаю. Евреям Шасу терять нечего, их первыми перебьет регулярная армия Харемхеба, и они заключают союз с Моисеем, обещая ему охрану его жреческого спецназа за вывод их с территории империи. Далее Моисей со своим жреческим спецназом, прихватив с собой самые дорогие полезные артефакты, жезл Моисея, мумифицированную голову матери царицы Туи, ковчег Завета, выходит из Амарны, соединяется с наемниками и их семьями в дельте Нила, и, обходя египетские гарнизоны и крепости, уходит через пересыхающий пролив Красного моря на полуостров Синай. Но выжить в Синайской пустыне без воды и еды невозможно, даже имея ковчег Завета. И вопреки библейским текстам, эта мини-армия идет на север, вдоль границы империи фараона, через Заилат в современную Петру и Иорданию, чтобы там встать лагерем и набрать сторонников в свою армию. Это была блестящая военная операция, и Петра была выбрана в силу того, что это абсолютно изолированный от людей район, где нет жителей, и можно переждать бушующую во всех странах чуму. Тут есть вода и пещерный город, в котором можно укрыть до 200 тысяч населения. Узкие ущелья и проходы, в которых кучка воинов может обороняться от целой армии фараона или хеттов. Но самое главное, она на границе египетских владений, откуда можно оперативно получать информацию, закончилась чума или нет. Да-да, дорогие друзья, не было никаких 40-летних скитаний по пустыне. Моисей и его армия 40 лет сидели на карантине. И как здравомыслящие люди ждали, когда уйдет чума, чтобы вернуться в свои же египетские земли, находящиеся в десятки километров от Петры. Поэтому, мои дорогие подписчики, не было никакого библейского исхода, а был эпизод гражданской войны в Египте, где красные последователи веры единого бога солнечного диска Атона боролись за власть с белыми, под влиянием чумы, вернувшегося к старой религии в Азириза и Зиду, и весь пантеон. И именно это было написано в папирусах Исхода, который нашел Картер в гробнице Тутанхамона, из-за которых убили Карнарвона и ближайших друзей Картера. А вот наши главные герои рассказа, два стражника гробницы, в чьих юбках Картер и обнаружил столь важные документы, не подозревая, какую тайну взял в свои руки. Что же было дальше, спросите вы? Через 40 лет чума ушла, истребив половину населения, как у египтян, так и у хеттов, ассирийцев и других народов. Она унесла Тутанхамона, потом Эйю, потом Харемхеба, потом Рамзеса I. Они все умерли друг за другом по цепочке с периодичностью в несколько лет. И когда новый фараон Сети I в 1310 году взошел на трон, он первый свой поход совершил в район Палестины, но не нашел там уже в живых ни Моисея, ни Аарона. Но это уже совсем другая история о новом фараоне Солнца Сети I. Так что же получается, Картер искал золото, но вместе с ним нашел гораздо большее. Папирусы, доказывающие, что египетский жрец Моссес, Моисей, принес через своих последователей человечеству религию единого и невидимого Творца, которую спустил с неба некий сияющий диск, с которым регулярно разговаривал отец Тутанхамона Эхнатон, Анх-Атон, дух бога Атона. И что данная религия в ее различных интерпретациях на данный момент доминирует на земном шаре. Мало того, что доминирует, ее поддерживают и продвигают самые влиятельные могущественные семьи и кланы, в чьих руках сосредоточены все силы и богатства человечества. Принимая все вышеизложенное, данный код Тутанхатона, разгласившего себя впоследствии Тутанхамоном, доказывает свою теорию палеоконтакта и некого постоянного и целенаправленного вмешательства инопланетных сил в судьбы человечества. Вот так, спустившись на 20 ступеней гробницу мальчика-фараона, мы с вами приблизились к пониманию многих поворотных моментов в истории человечества. Надеемся, что вам понравился наш рассказ, а наши выводы – это наши выводы. Каждый для себя сам решает, во что верить, а во что нет. До следующих встреч!